Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и у нас на повестке дня опять тема страйкбольных гранат. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. А вообще не удивляйтесь, это вообще себе закономерная тема. Скоро сезон, и все производители страйкбольной пиротехники хотят выпустить к сезону новинки. Смотреть мы будем новинки от компании Боекомплект, или как их еще знают, БК. А знают их по дешевым гранатам Scout или дыму Дымок S. Следуя трендам, сейчас Боекомплект сделали линейку страйкбольных гранат в пластиковом корпусе. Но прежде чем рассматривать новинки, давайте разберемся, что это за компания такая Боекомплект, откуда она взялась и самое главное, есть ли у них нормальный сертификат. В наше время нужно все проверять, чтобы не оказалось, что ты пользуешься пиротехникой, думаешь, что все окей и есть все нужные сертификаты. А потом оказывается, что сертификата Таможенного союза нет, а вместо него есть какой-нибудь добровольный сертификат для отвода глаз неопытных покупателей, который ничего не значит в диалогах с сотрудниками полиции и более того вводит вас в заблуждение. А если кто еще вдруг не знает, у страйкбольной пиротехники в России обязательно должен быть сертификат соответствия Евразийского таможенного союза. А вообще проверить, что это за компания и есть ли у нее нормальный сертификат, вы можете сами. Это делается примерно вот так. Открываем страницу БК, ищем сертификат, открываем. Сертификат такой, какой должен быть таможенного союза, и он тут правильный. Из сертификата мы узнаем, что получила этот сертификат ООО «БК. Город Коломна». Ищем в любой базе ООО «БК» и узнаем, что генеральный директор Натаровский Александр. Да, это тот самый Натар, которого многие игроки знают, так как он сам активный игрок. И который раньше работал в компании StrikeArt. С сертификатами и откуда растут ноги мы разобрались. Давайте перейдем к новинкам. Итак, новая линейка страйкбольных гранат состоит из 4 моделей. Бюджетных гранат Recruit 1 и Recruit 5 и моделей гранат с активной скобой RGD5 и F1. Корпус страйкбольных гранат Recruit 1 и F1 повторяет форму российской оборонительной гранаты F1. Корпус Recruit 5 и RGD5 соответственно повторяют форму российской наступательной гранаты RGD5. Внутри всех изделий в качестве условно поражающего элемента используется цельный горох. Эффект погремушки отсутствует полностью. Но когда сжимаешь корпус новой гранаты, она немного скрипит. Мне было очень интересно, почему так, и я одну гранату вскрыл. Оказалось, что горох скреплен клеем. В итоге горох вокруг пироэлемента образует казинак, только вместо меда и карамели тут клей и горох. Поэтому эффекта погремушки тут нет совсем, и горох в теории должен разлетаться сильнее. Но так как клей тут достаточно прочный, наполнитель разлетается не только отдельными горошинами, но и более-менее крупными кусками из гороха и клея. Из-за этого плотность разлета может страдать. Насколько это критично, судить сложно. Пироэлемент эквивалентен 4-му корсару, далее я буду просто называть его 4-й пироэлемент. Пора бы уже, кстати, вообще уйти от этого корсара, потому как в современном мире у каждого производителя свой собственный пироэлемент. И петарды корсар никакого отношения к страйкбольной пиротехнике на самом деле не имеют. В гранатах серии Recruit активной скобы нет, но зато используется достаточно интересный узел инициации. Тут нет ниток, которые могут порваться, вместо этого тут есть чека, как в версиях с активной скобой, только самой скобы тут нет. Инициация происходит в момент, когда вы извлекаете чеку, то есть как только вы выдернули кольцо с чекой, срабатывает замедлитель и взрыв происходит через 3,5-4 секунды. Все очень просто. Дернули кольцо и сразу бросаем гранату. Вес гранаты Recruit примерно 100 грамм. Форма округлая, что позволяет уверенно закидывать гранату на хорошие дистанции и пробивать кусты. Цена таких гранат 125 рублей за штуку, соответственно эти гранаты относятся к бюджетному сегменту и не сильно дороже совсем дешевых гранат в картонном корпусе. Хочу поделиться еще одним личным наблюдением про новый инициатор. Если вы, как и я, часто пользовались гранатами с активной скобой, то будьте очень внимательны. Потому что большой опыт использования активной скобы может сыграть с вами очень злую рефлекторную шутку. Выдернув кольцо, сразу бросайте гранату, а не держите ее в руке, думая, что держите активную скобу. Лично я по первости пару раз затупил и, выдернув кольцо, чуть было не продолжил держать гранату в руках. Соответственно, если бы я еще медлил, она могла взорваться у меня в руке. Модели гранат F1 и RGD5, в отличие от гранат Recruit, уже с полноценной активной скобой, причем с полным ходом. Узел инициации полностью имитирует работу настоящего узла запала УЗРГМ, хоть и выполнен из пластика. Тут инициация происходит не в момент извлечения чеки, а в момент отлета скобы. То есть вы можете, зажимая скобу в руке, извлечь чеку, приготовив тем самым гранату к броску.
Как только настает подходящий момент, вы просто бросаете гранату, отпуская скобу. Как только скоба отлетает, срабатывает замедлитель, и через 3,5-4 секунды происходит взрыв. Хочу обратить ваше внимание, что ход скобы тут полный, то есть ударник внутри УЗРГМ срывается только когда скоба полностью отошла. Такая работа узла инициации повышает безопасность использования, а еще такую гранату можно использовать для всяких хитрых и не очень вариантов растяжек и мин. Вес гранаты с активной скобой тоже примерно 100 грамм, а вот ценник немного больше – 180 рублей за штуку. Соответственно, эти гранаты относятся к среднему сегменту. Так как габариты страйкбольных гранат повторяют оригинальные РГД-5 и F1, они без проблем помещаются в штатные гранатные подсумки. Стоит сказать, что за счет хвостовика извлекать модели российских гранат проще, чем натовский М67, даже если покрытие корпуса гладкое. Что касается сработки, дела обстоят так. Так случилось, что мы тестировали эти гранаты еще на стадии создания. Во время самых первых тестов были редкие несработки, но причину выявили и исправили. И уже в тестах серийной партии, той, которая сейчас продается, на наших тестах была одна наполовину несработка у варианта с активной скобой. Что значит наполовину? Это значит, что после броска скоба отошла не до конца, но после волшебного пенделя по скобе граната все-таки инициировалась и сработала. Сможет ли производитель держать стабильное качество, покажет только время. Но так как рынок страйкбольной пиротехники сейчас достаточно конкурентный, ему ничего не остается, как за этим следить, иначе покупатели просто уйдут к конкурентам. Вся линейка новых гранат уже продается в страйкбольных магазинах и магазинах страйкбольной пиротехники. Несколько ссылок я оставил в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. С вами были гранаты от Боекомплект и Евгеньевич. До скорого!
вылетело. Но бахнуло.